Здравствуйте. Сегодня хочу сделать небольшой ролик на такую не совсем обычную тему. Хочу поговорить об идеальном, с моей точки зрения, подходе со стороны Центрального банка страны к реализации невыпущенных или вышедших из обращения банкнот для коллекционеров. Понятно, известно, что в большинстве случаев в банках центральных остаются в хранилищах банкноты, либо вышедшие из обращения, замененные новыми сериями, либо не вышедшие по каким-то заказанные, выпущенные, произведенные, вернее, но не выпущенные в обращение. И через какое-то время, может быть, через десятки даже лет, руководство принимает решение о реализации этой продукции для коллекционеров. И вот здесь вот бывают разные подходы к этому. И вот на примере этого набора, на что хочется обратить внимание, что хочется отметить. Два момента. Первый момент, что вот эти банкноты не, скажем так, не испорчены какими-либо надпечатками, перфорациями. Очень часто вот банкнота есть, она просто обиходная банкнота, пусть и не выпущенная в обращение, но на ней ставится дополнительная там отметка неплатежный или образец, или перфорация образец. И, собственно, ну, по моему мнению, это портит внешний вид, естественно. Хотя понятно, что банкнота этого выпуска, она уже не в обращении, уже выведена и так далее. Вот. И здесь, в данном случае, да, почему я взял для примера именно этот набор, здесь банкноты без каких-либо надпечаток и перфораций. А второй момент, так как это авансовые банкноты, и можно приложить усилия а мы, люди, интересующиеся банкнотами, обращаем внимание на номера, можно подобрать как-то более либо красивые, либо одинаковые номера. И здесь вот явный пример именно такого случая. То есть те, кто формировали эти наборы, приложили усилия, потратили время для того, чтобы в наборе были 3 банкноты с одинаковыми номерами. То есть стартовые серии АААА, САА и одинаковые номера. Вот именно этот набор я покупал в свое время в кассе Банка Литвы в Вильнюсе. И был приятно удивлен вот тем, что получил в руки. То, что все банкноты с одинаковыми номерами. То есть то, чего мы, наверное, никогда не получим от Банка России, от Гознака, даже, наверное, не Банка России. Банк России ничего не продает, но какие-то даже сувенирные банкноты, которые выпускает Гознак, к сожалению, они не заморачиваются по поводу номеров. А эти банкноты, насколько я знаю, они были не выпущены в обращение по причине, это вообще серия 91 года, это тоже 91, это 94 год. Они не были выпущены в обращение по причине слабой защиты, то есть низкого относительно качества, хотя здесь металлографская печать, да, но вот если мы посмотрим водяной знак, то он практически не просматривается здесь. Вот, и было принято решение, что эти банкноты в оборот не поступят. Вот они несколько десятилетий пролежали в хранилище, и очевидно, вот как мы видим, сейчас заинтересованные люди могут себе их. Здесь вообще водяной знак, вообще непонятно, что там. Крайне можно только догадываться. Вот здесь, по-моему, получше. Да, здесь лучше. Вот. И вот эти два аспекта. Первое, не отсутствие каких-либо перфораций и надпечаток. И второе, номера, подход к номерам, по моему мнению, делают такой набор прям практически идеальным. По крайней мере, для меня лично. Идеальным таким сувениром. Это все было упаковано в такую вот папку. Я ничего из такой продукции в папках в оригинальных не храню. Храню их рядом. Здесь описание, выпуск. А вот даже написано, сколько они на продажу. Не было выпущено, смотрите, да? 20 тысяч. Почти 20 тысяч оставалось в Банке Литвы. 5 тысяч они выпустили на продажу. Здесь то же самое, здесь также. То есть из 20 тысяч банкнот 5 тысяч, вот тираж такого выпуска 5 тысяч штук. Вот, и вот мой чек. Когда я покупал, здесь смотрите, 19 год, это стоило, ну не дешево, это стоило 228 евро. Ну да, ну здесь вопрос цены и установления цены, он дискуссионный, что есть, то есть. Ну, наверное, это того стоило, люди заинтересованные покупают. Вот.
На этом, наверное, все. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.